Мам, привет!» Три сестры Махиахи вернулись с отбора домой. Мама очень обрадовалась и побежала их встречать и обнимать. Девчонки сразу начали рассказывать, что с ними происходило, и как это было интересно, и что они расстроены, что не смогли выиграть приз. Но мама наоборот. Она говорила им, что они должны быть счастливы, что они проиграли и вернулись домой. Потому что она помнила, как 20 лет назад проходил такой же отбор, и победители так и не вернулись домой. И больше о них никто не слышал. Но молодые персонажи об этом не догадывались, и вот они стоят, ждут начала следующего отборочного тура. И перед тем, как мы начнем, давайте я вас немного познакомлю с ними, потому что я поняла, что не все смотрели предыдущий мой челлендж, поэтому не все знают наших детей и главных участников этого отбора. И давайте я вам покажу немножко истории. В прошлом челлендже моей Симке были подброшены 5 детей. Она сбежала от мужа, денег у нее не было, она арендовала самый дешевый дом в самой глухой деревне, и, как результат, они жили бедно практически до взросления этих детей. Был даже период, когда у них было всего 3 самых дешевых кровати, и они спали на них по очереди. Среди этих пятерых детей я не смогла выбрать, кем же я хочу играть в новом челлендже. Поэтому сейчас я провожу отбор главным образом вот между ними. И от вашего решения также будет зависеть, кто из них поедет в следующий экстремальный челлендж. Итак, первый ребенок – это Вивиан. Она была самым умным ребенком, она была достаточно самостоятельной, то есть она с детства сама находила себе развлечения, находила во что поиграть, ей не было никогда скучно, и большей частью она сидела за книгами или училась. И с учетом такого образа жизни все ее черты характера и жизненная цель связаны с учебой и знаниями. Второй ребенок – это Джун. Он рос очень привередливым, он мало ел, он любил только самое вкусное. Он очень, кстати, творческий ребенок. Все помнят, да, кто смотрел, что он любил петь в душе. Поэтому и черты характера у него связаны с творчеством. Он у нас любит вкусную еду и как-то так вышло, ему досталась черта характера «Дитя океана». Следующий наш ребенок – это Сэнди. Она самая избалованная из всех. Когда она росла, она всегда считала себя самой красивой. Ну, она и сейчас себя такой считает, если что. Она всегда ходила в розовой одежде с бантиками. Вокруг нее всегда было много парней, уже в подростковом возрасте, да. И она, кстати, стала у нас королевой выпускного бала. Поэтому она не приспособленная к жизни, а все ее черты характера связаны с популярностью, романтикой, красотой. Соответственно, у нас есть еще четвертый ребенок, это Остин. Он был самый ленивый персонаж, он ничего не хотел, ничего не любил. Вернее, нет, он любил покушать, поиграть в игры и полежать в кроватке. Ну, чего и следовало ожидать, он нас покинул при отборе на физическую подготовку. И последний, пятый ребенок наш – это Наоми. Она для меня самая непонятная. Она всегда была самая замкнутая, всегда сама по себе. Такой, знаете, вот маленький интроверт. У нее даже вот друзей не было, не то что там романтических отношений. И я даже не понимаю, что ей нравится. Но единственное могу сказать, она очень упертая, она самоуверенная и всегда идет к своей цели. Но, что очень важно, ее жизненная цель – это рыбак-ас. А это очень хорошие качества для следующего челленджа. Теперь, я думаю, вы точно догадались, что я для них задумала. Остальные все это второстепенные персонажи, которые жили в нашем городе или учились с нашими детьми в школе.
И на этом все на сегодня. Давайте смотреть следующий тур. Начинаем третий отборочный тур. Всем построиться. Офицер долго смотрел на эту толпу только что повзрослевших подростков и понимал, что, скорее всего, никто из них не сможет пройти государственную миссию. А это означало, что они потеряют еще 20 лет. Итак, вас было 25 участников, осталось всего 16. Напоминаю, что победителями будут только 5 из вас. Каждый победитель получит приз в размере 500 тысяч симолеонов и отправится на прохождение государственной миссии. Вы уже доказали, что вы бесстрашны и хорошо физически подготовлены. Сегодня вы пройдете отбор на логическое мышление. Рассчитайтесь на первой, четвертой и разделитесь на группы. И вот вы видите, сейчас все у меня разделились на четверки, они разделились по порядку, то есть я их считала, вот здесь вот видите на панели, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 и так далее. И, соответственно, сначала у меня стоят все первые номера, дальше все вторые номера, потом третьи и логично, да, последняя группа – это четвертые номера. Каждая группа будет заходить в библиотеку и проходить отбор на логику с помощью игры в ламу. Тот, на ком сломается пирамида, покидает отборочный тур. И отбор начнется через 3, 2, 1, старт! Итак, начинаем с первой команды. Они у меня все сейчас стоят в позах, чтобы не мешали друг другу и не мешали мне. Поэтому сначала я убираю им позу, выключаю ее. И вот видите, они сразу начинают разбредаться. И я сейчас поставлю на паузу, чтобы посадить их на места. Так, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Так, 3 и 4 участник из первой группы. Вот, все садятся за стол. Пока они садятся, я всем, как обычно, повышаю потребности, чтобы у всех были равные условия. Остальные участники остаются их ждать. Так, ну что, у нас тут одни девчонки, да, в первой группе получились. Они вот познакомились друг с другом еще раз, поприветствовали друг друга. И все, давайте, хватит болтать, пора начинать игру. И нам с вами нужно отследить, кто вытащит последнюю палочку, когда разрушится пирамида. Вот это вот. Они могут, конечно, сколько угодно болтать, но смысл будет в том, именно кто достанет последнюю палочку. Все, давайте, тащите. Сэнди, давай. Она у нас, если честно, не очень умная девочка. Она увлекалась только модой и косметикой. Поэтому я не знаю, сможет ли она здесь сообразить. А вот эти вот две девчонки, кстати, это две сестры. И, ну вот, они попали в одну команду у нас. Так, а вы играть-то будете или нет? Давайте уже, хватит болтать. Ой, а у нас игра закончилась, что ли? Подождите секундочку. Я делаю это вот с первого раза, без перезаписи, поэтому вот могут случаться такие моменты, да? Так, неужели я не выбрала? Так, Беатрис, Стелла и Сэнди. Вот, все, теперь они играют. Извините за накладочки. Сижу, жду, думаю, когда они начнут тащить. Все, они перестали болтать. Вот, смотрите, все задумались. Нифига себе, она не глядя тащит. Она, по ходу дела, лучшая среди них.
Так, Сэнди вытащила. Кто следующий? Тоже не глядя. Офигеть! Сэнди, мне кажется, у нас проблемы. Теперь тащит Стелла. Да, так, Стелла вытащила. И следующая Беатрис должна тянуть, которая не глядя была. Так, Беатрис тоже вытащила. Сейчас Сэнди. Что, тоже не глядя? Офигеть, вытащила, смотрите. Так, теперь тянет одна из сестер. Как ее зовут? Стейси. Так, Стейси. Теперь Стелла. Давай, Стелла. У них тут вообще на соплях все держится. Так, теперь тянет Беатрис. Так, Сэнди. Тянет Сэнди. Держится. Офигеть. Все, первая проигравшая. Из первой группы у нас выбывает Стейси. Я ставлю паузу, этот тур завершен. Стейси Янес выбывает из третьего отборочного тура. И мне нужно их сейчас поменять, группы. Так, идите все сюда. Так, ты идешь сюда, Стейси сюда, Сэнди тоже сюда, и Беатрис идет тоже сюда. Сейчас они встанут из-за стола, чтобы мне посадить следующую четверку. Все, вы не играете, давайте, идите, все. Ваша игра закончилась, выходите. Так, освобождайте место. Первая четверка у нас вышла. И давайте запустим следующую. Здесь у нас участники Альма, Оскар, Ванесса и Джессика. Ой, мне кажется, я кого-то не того сейчас отправила. Вот, у нас Наоми в этой группе должна быть. Так, сейчас мы разберемся. Подождите. Давайте, Альма садится. Следующий Оскар, второй садится. Дальше у нас Наоми. И Джессика. Джессика занимает свое место. Ждем мы вторую группу. Проходите, пожалуйста. Я вот кого-то не того вывела из позы. Вот эту вот девочку. И куда ты пошла? Давай, иди обратно, ты в следующей тройке. Ох, сейчас она выйдет, чтобы мне двери закрыть. Все, запереть для всех. Никто больше не заходит. Правильно же, да? Никто больше не может зайти? Куда? Ну куда? Я же закрыла двери. Подождите, сейчас я их выведу обратно. Они вон в туалет пошли. Ой, так, ты, идите все сюда. Двери закрыты же, да? Мне нужно, чтобы они вышли, вот эти вот девчонки. Выйдите, пожалуйста. Там еще другие двери есть. Блин, это провал. Так, запереть. Эту я закрыла. Сэнди у нас тут прорвалась. Сэнди, иди сюда, пожалуйста. Выйди оттуда. Не надо давать никому советы. Выходи. Так, еще раз запереть для всех. Все. Я надеюсь, что больше никто не пройдет. И сначала я опять повышаю всем потребности, а то мало ли они там на жаре стояли, им стало плохо, поэтому повышаем всем потребности. И стартовать у нас будет, как обычно, первый вот по порядку. Играть с Остин, Наоми и Джессика. Старт. Так, начали. Сейчас мы как раз посмотрим последовательность, кто за кем будет вытаскивать. Так, кто тянет? Джессика. Джессика первая вытащила. Рука, смотрите, она трясется. Так, Альма тоже вытащила. Оскар вытащил, и Наоми у нас последний получается. Да, давай, с закрытыми глазами, чё уж там. Молодец. А что случилось? Все?
Друзья, все, здесь игра довольно быстро прошла, и вот эта вот девочка Джессика Стайлз нас покидает. Игра, к сожалению, для нее закончилась. Всех остальных мы поздравляем, и теперь мне нужно опять как-то их поменять местами. Так, открыть дверь. Вот, может, я их на стульчики буду сажать? Гениально. Мне кажется, это гениально. Так, сесть ровно сюда. Оскар, сесть сюда. Наоми, тоже садишься. И Джессика, давай, садишься тоже. Играть мы прекращаем и выходим. О, отлично. Смотрите, они все вышли. Отлично, прям. Теперь так и будем продолжать. И нам нужно пригласить за стол третью команду. Сейчас я вот эту вот дверь тоже открою. Так, в третьей команде у нас Кларк, насколько я помню, Вивиан. Да, вот Вивиан, вот эта вот девочка, которая у нас все ходит. Поэтому давай, наконец, проходи, садись. И парень, один из братьев, вот Лиерн. Рассаживаемся. Давайте рассаживаемся по местам, и я закрою двери. И пока они идут, я рассажу других тоже на террасе, чтобы они не заходили в эту комнату и не мешали нам. Так, а третья группа у нас уже села за стол. Я закрываю двери. Увеличиваю всем потребности. Так, потребности подняли, и у нас начинает Кларк. Выбираем играть с Вивиан. Так, вот Ванесса и Лиерн. И смотрим, кто будет первый тянуть. Так, а вы игру собирать не будете? Или вы так будете играть? Подождите, я пока что-то не понимаю. А что они делают? А игру собрать? Вот, все. Это, видимо, что-то как-то не сработало немножко. И четвертый тянет Вивиан. Все тоже очень быстро. И вот этот вот красивый мальчик. Я вам, кстати, расскажу, раз уж я вас знакомлю с персонажами. Вот этот вот парень, он сын мужчины из моего первого сериала. Вот его папа бросил мою девочку беременной. Это его сын, получается, от первого брака, из-за которого в том числе он бросил мою девочку. Он очень красивый парень, тот мужчина тоже был очень красивый, но на сегодняшней игре он нас покидает, к сожалению. Зато у нас проходит Вивиан, и давайте мы их тоже рассадим на террасе, открываем двери. Так, садишься сюда. Есть здесь еще места? Вивиан, давай тоже садись. Ванесса и Лиерн. Все, рассаживаемся. Сэнди, что ты ходишь? Я знаю, куда ты сейчас пойдешь. Давай, садись на стул, пожалуйста. Итак, у нас осталась последняя четверка. Еще одна Ванесса, Джун, Кевин и Лайтнер, второй брат. У них имена такие сложные. И так, все, не боимся. Здесь ничего страшного. Все переживают, конечно же, тем более это последняя группа. Ну что происходит? Спокойствие, ребят, только спокойствие. Я пользуюсь здесь модом, чтобы они стояли или сидели неподвижно, иначе я с ними не справляюсь. Они хаотично бродят везде. Поэтому давайте все садимся ровно. Джун, Кевин сюда. Так, и Лайтнер на последнее свободное место. Так, проверю террасу. Все у нас тут сидят. А тебе что, места не хватило? Вот, садись вот сюда. Здесь осталось местечко. И ребята у нас зашли.
У нас последняя группа, закрываем двери, повышаем всем потребности. И у нас стартует Ванесса. Так, играть с Джуном, Кевином и второй из братьев, вот, Лайтнер. Ну что, начинаем? Кто будет первый тянуть? Смотрим. И первым тянет Лайтнер. Молодец. Следующий кто? Кевин, наверное, да? А, нет, Джун. Джун вытащил. Так, Лайтнер, Джун. Потом Кевин, он тоже вытащил. И последняя Ванесса. Тоже все по первому кругу прошли удачно. Опять Лайтнер. Давай, Джун! Почему вы все не смотрите? Вы же не играли в эту игру раньше. Так, Кевин вытащил. Ванесса. Все, пирамида тут уже еле держится. Так, Лайтнер, давай, достал. Джун, тяни. Джун вытащил. Кевин. Блин, я уже сама переживаю. Все, пирамида разрушилась у Кевина. Мы очень сожалеем, Кевин, всех остальных мы поздравляем. Игра на этом заканчивается, и отборочный тур на этом заканчивается. Я открываю для всех двери. Вы можете обсудить, пообщаться и попрощаться с теми, кто не прошел. По результатам третьего отборочного тура нас покидают Стейси, Джессика, Кларк и Кевин. И так как здесь нет моих детей, за кого я планирую играть, в следующем челлендже, я не прошу вас оставлять иммунитет, но если вам кто-то вот из этих ребят понравился, даже просто внешне, и вы хотите, чтобы он участвовал в следующем туре, вы можете ему также дать иммунитет. А на этом все. Пока-пока!